Привет! Сегодня я вам покажу, как сделать фантастически простой рецепт курицы барбекю прямо в вашей духовке. На подготовку это занимает, реально минуты 2, наверное, максимум. Я вам сейчас все покажу. И потом он еще стоит час в духовке, и получается просто необычайно вкусно. Вот очень-очень-очень вкусно получается. Итак, для этого рецепта нам понадобится вот такая чугунная сковородка. Если у вас чугунной сковородки нет, возьмите просто какую-нибудь другую любую сковородку, которую можно потом будет поставить в духовку, или даже кастрюлю какую-нибудь без пластиковых ручек таких, просто чтобы она в духовке час стояла и не сгорела. Теперь берем, такую чугунную сковородку, берем овощи. Из овощей у нас будет все чрезвычайно просто. Вот я возьму морковь, возьму лук и возьму грибы. Грибы абсолютно не обязательно, если у вас их нет. Это уже моя добавка сюда. Мы будем, нарезать эту морковку вот такими вот кусочками, прям сильно не мелочитесь, неважно, как вы это все нарежете. Морковь нарезайте или колечками, или кружочками, или как хотите. Сколько вы хотите сюда лука положить, никакой разницы. Хотите одну луковицу, пойдет с одной луковицей, хотите с двумя луковицами, замечательно все получится с двумя луковицами. Теперь берем эту сковородку, наливаем буквально, может быть, 1-2 столовые ложки какого-нибудь растительного масла, просто чтобы намочить, да? Лук можно порезать, как у вас получается. Хотите маленькими кусочками, режьте маленькими кусочками, хотите побольше. Никакой разницы, как вы его режете. Берем теперь сковородку, кидаем туда лук, кидаем туда морковь. Вот что у нас получается. Приблизительно так равномерно распределяем все это по поверхности нашей сковородки, чтобы оно дно закрывало. Теперь у меня есть грибочки. Грибочки режем, как получается тоже. Так. И точно так же их перекладываем сюда наверх в сковородку. Так вот. Распределяем все это по поверхности. Вот у меня есть вот такая вот курица. Видите, она прямо целиком, ничего не отрезано. Ничего в ней специального нету. То есть я думаю, может быть, даже это цыпленок, наверное, скорее всего, хоть он маленький, да? Теперь единственное, что в курице надо сделать, вот я хотел сказать, что этот рецепт это делается одним движением руки, но здесь получается 3 движения. Вот одно движение, второе движение. И теперь вот у нас грудинка. Ножом. Так вот разрезаем нашу курицу или цыпленка напополам. Вот эти крылышки, самые кончики тоже отрежьте, потому что они будут гореть. Вот один. Второй. Вот наша курица готова. Все, ничего с ней больше не надо делать. Берем сковородку. Вот так вот. Кладем туда нашу курицу или цыпленка. Теперь возьмем соль и перец. И обильно посыпем нашу курицу сверху вот солью, перцем. Вот так вот. Никаких больше специй сюда не надо на данном этапе. Вот так ее теперь замассажируем. И теперь у нас осталось барбекю соус. Вот барбекю соус на самом деле можете сделать свой, но я бы вам не рекомендовал, потому что хлопоты с ним сильно много. А по большому счету тут ничего особенного. Вот это мой любимый барбекю соус. Если вы в Канаде, допустим, можете попробовать вот такой купить. Он просто замечательный. Мои все друзья на него переключились. Я его уже, наверное, лет 10 использую. Так, берем этот барбекю соус просто и поливаем нашу курочку барбекю соусом сверху. Вот так. Сильно много не надо, потому что мы еще потом добавим. Вот, размазываем, чтобы все это было красиво. Духовка у нас нагрета на 400 градусов Фаренгейта или 200 градусов Цельсия. Получается готовое блюдо фактически. Теперь ставим его в духовку на полчаса. Через полчаса вернемся, и я вам покажу, что делать дальше. 30 минут спустя получается такая вот курочка. Давайте добавим туда еще немного барбекю соуса. Так, потому что он высыхает, но нам здесь надо, чтобы его было побольше. Одним большим слоем его добавлять не надо. А вот так просто его по второму кругу раз сюда. И размажьте хорошенько вот. И ставим это все в духовку опять назад, туда же минут на 30 еще. И за час 10 мы где-то слоя 2-3 барбекю соуса на нее вот так вот намажем. Он потихонечку высохнет. Через 40 минут вернемся, и я вам покажу, что дальше с ним делать. Час и 10 минут спустя получается вот такая замечательная курочка. Давайте ее проверим на всякий случай термометром. 70 градусов Цельсия, то, что как раз и надо. Теперь мы возьмем эту курицу и переложим ее с этой сковородки, вот так вот на какую-нибудь тарелку. Она практически готова, ее осталось только порезать. Мы ее отставим в сторону. Теперь нам нужно сделать подливку, это самая вкусная часть вот этого блюда получается. Для того, чтобы сделать эту подливку, берем какой-нибудь блендер. Если у вас есть вот такой просто ручной блендер, возьмите его. Тоже замечательно получится. Теперь берем все, что у нас здесь было в сковородке, и перекладываем все это в блендер.
Идеально, конечно, было бы, если бы у вас был куриный бульон. Сюда добавить куриного бульона, просто получится очень замечательно. Специи мы добавим немного тимьяна и добавим немного розмарина. Тимьян и розмарин, они замечательно сочетаются с курицей, поэтому получится очень-очень вкусно. Но на самом деле, если у вас есть какие-то свои любимые специи, добавьте сюда вашу любимую специю, она получится очень-очень вкусно, я вам гарантирую. Вот, и крутим на какой-нибудь скорости, может на медленной. Если соус получается очень густой, просто добавьте немного воды и сделайте его немножко пожиже, чтобы можно было его налить наверх на картошку. Следующим шагом берем нашу курочку, на разделочную доску ее. Получится 4 такие вот порции. Вот очень просто. Вот так вот на 4 части раз. Она очень легко расходится, видите, получается вот такие вот замечательные ножки буша. Если у вас есть ножки буша просто так вот, не обязательно брать целую курицу. Можно взять просто вот такие вот ножки, из таких вот ножек точно такой же барбекю сделать, получится точно так же вкусно. Теперь берем пюрешечку какую-нибудь, пару ложек. Рядышком кладем красивую курочку и заливаем это все замечательным соусом. Хотите его на картошечку, может хотите его на курицу. Вот сюда немножко положим вот соленых огурчиков, потому что мне кажется, что соленые огурчики, они замечательно сочетаются с этим блюдом. Вот, и получается невероятно просто вкусно. Если у вас есть какие-то сомнения, я вас уверяю, это очень-очень-очень вкусно. Вот эти вот соусы с курицей, которые стекают, они потом смешиваются со специями. Кстати, я чесночок не положил, если хотите, можете чесночка еще туда добавить. Вот эти специи, когда они смешиваются с соками с курицы, с овощами, просто соус получается невероятно вкусный. Курица получается тоже вкусная, как бы зависит от того барбекю соуса, который вы используете, но все равно она получается нежная. Мясо отходит в кости, и оно просто получается очень-очень вкусно. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк. YouTube алгоритму очень нравится, когда вы лайки ставите. Ну, я, конечно, тоже просто в восторге каждый раз, когда вижу, когда кто-то лайк ставит. И если вам нравятся мои рецепты, подумайте над тем, чтобы подписаться на мой канал, поддержать, как бы вам это ничего не стоит. Мне будет очень-очень приятно, я ценю каждую подписку. Приятного аппетита, и на сегодня все. Увидимся в моем следующем видео. Всем пока.